Он казался абсолютно идеальным мужчиной из самых красивых и трогательных корейских телевизионных дорам. Но за этим светлым образом скрывалась глубочайшая травма детства и очень страшная душевная тайна. На самом пике славы его карьера была мгновенно уничтожена безжалостной корейской культурой массовой отмены. Многомиллионные рекламные контракты расторгались, а его лицо спешно стирали из всех популярных развлекательных шоу. Как главный любимец нации превратился в абсолютного изгоя всего за 24 коротких часа? И какая шокирующая правда заставила общество пожалеть о своем слишком поспешном и жестоком суде? Это невероятная история Ким Сон Хо, человека, который прошел через настоящий ад публичной травли. 8 мая 1986 года в обычной сеульской семье родился тихий мальчик. Родители окружали его заботой, не подозревая, какие страшные испытания приготовила судьба для их ребенка. В младшей школе в их дом незаконно проник агрессивный, вооруженный и очень опасный грабитель. Маленький Сон Хо в диком животном ужасе спрятался под кроватью в своей крошечной спальне. Он затаил дыхание, боясь пошевелиться, пока преступник жестоко и безжалостно избивал его родную мать. Ребенок видел капли крови на полу и чувствовал парализующую каждую клетку тела тотальную беспомощность. Эта кровавая сцена нанесла его детской психике глубочайшую и практически незаживающую страшную моральную рану. После этого чудовищного инцидента мальчик стал невероятно замкнутым, вздрагивая от любого резкого громкого звука. Если кто-то просто стоял у него за спиной, ребенка мгновенно охватывала сильнейшая паническая атака. Учителя часто заставляли его читать учебник вслух перед всем классом у школьной доски. От дикого стресса мальчик не мог вымолвить ни единого слова, лишь тяжело и часто дышал. Казалось, этот сломанный травмой ребенок навсегда останется в мрачном плену своих самых страшных фобий. Неожиданное спасение пришло в старшей школе, когда близкий друг пригласил его в театральный кружок. На сцене среди декораций он впервые за долгие годы почувствовал себя в полной безопасности. Проживание чужих выдуманных жизней стало для него надежным щитом от собственной внутренней душевной боли. Сцена превратилась в его личную клинику, помогая заново учиться смотреть людям прямо в глаза. В 2009 году состоялся его скромный дебют в небольшом независимом театральном спектакле. Многие годы он играл на тесных сценах, зарабатывая сущие жалкие копейки за свой изнурительный труд. Его мизерный гонорар порой едва покрывал стоимость проезда в автобусе и самую дешевую лапшу. Но парень никогда не сдавался, упрямо оттачивая свое мастерство на долгих и тяжелых репетициях. Постепенно он превратился в настоящую звезду театрального района, собирая полные залы восхищенных молодых зрительниц. Поклонницы выстраивались в огромные длинные очереди на улице, мечтая вручить ему письмо после выступления. Лишь разменяв третий десяток, он рискнул попробовать пробиться на жестокий корейский телевизионный экран. Для суровой индустрии развлечений такой поздний старт считался гарантированным путем к быстрому неизбежному провалу. Однако его талант привлек внимание влиятельных продюсеров хитовой корпоративной дорамы под названием «Шеф Ким». Затем последовала блестящая работа в комедийном сериале «Смех» в Waikiki 2, раскрывшая его уникальный талант. Зрители моментально влюбились в его способность быть невероятно смешным и глубоко трагичным в одной сцене. Мировой триумф обрушился на него в 2020 году благодаря громкому проекту «Стартап». Он гениально сыграл холодного успешного инвестора, отчаянно скрывающего свое доброе, но очень одинокое сердце. Его герой, сирота Хан Джи Пхён, добился огромного финансового успеха исключительно благодаря своему гениальному уму. Фанаты отправляли грузовики с кофе на съемочную площадку, умоляя сценаристов изменить концовку ради этого персонажа. Миллионы зрителей платформы Netflix по всей планете массово влюблялись именно в этого второстепенного героя. СМИ назвали этот невероятный феномен сильнейшим синдромом второго плана в истории современных корейских дорам. Количество подписчиков в его социальных сетях взлетело с пары сотен тысяч до нескольких миллионов. На него посыпались золотые горы, а рекламные агентства предлагали просто астрономические гонорары за эксклюзивное сотрудничество. Абсолютный пик его звездной карьеры пришелся на уютный хит «Приморская деревня Ча-Ча-Ча». Его персонаж, шеф Хон, стал символом абсолютной доброты, всегда готовый прийти на помощь соседям.
Эта уютная история побила все мыслимые рейтинги, став настоящим спасением для уставших от пандемии зрителей. Роль идеального и заботливого парня окончательно закрепила за ним престижный статус главного национального кумира. Он заработал огромное состояние, став одним из самых высокооплачиваемых и востребованных актеров во всей Азии. Казалось, что жизнь того запуганного мальчика под кроватью превратилась в самую настоящую волшебную сказку. Но ровно в день триумфального финала дорамы грянул абсолютно разрушительный и жестокий информационный взрыв. 17 октября в сети появился анонимный пост, который буквально парализовал весь корейский шоу-бизнес. Некая женщина заявила, что мегапопулярный актер принудил ее сделать аборт под лживым предлогом женитьбы. Она обвинила его в страшном двуличии, ледяной жестокости и постоянных грубых оскорблениях коллег по съемочной площадке. Корейское общество, беспощадно требующее от своих кумиров кристальной святости, немедленно вынесло свой суровый приговор. Ранним утром следующего дня его светлое имя возглавило все самые негативные тренды в поисковиках. Крупнейшие мировые бренды косметики в панике спешно удаляли его лицо со своих официальных сайтов. Продюсеры экстренно вырезали все кадры с его присутствием из рейтингового шоу «Два дня, одна ночь». 3 масштабных дорогих кинопроекта публично заявили о немедленном расторжении с ним всех эксклюзивных контрактов. Суммы финансовых штрафов за разрушение имиджа брендов превышали все мыслимые и разумные здравые пределы. Юристы подсчитали, что его долги по неустойкам могли навсегда оставить его на самом финансовом дне. Пресса каждый час публиковала новые грязные слухи, соревнуясь в создании самых громких и кликбейтных заголовков. Актер хранил тяжелое молчание целых 3 дня, пока бульварная пресса радостно уничтожала его репутацию. Его официальное заявление стало настоящим шоком для всех преданных фанатов, надеявшихся на банальную глупую клевету. Он взял вину на себя, принес глубочайшие извинения и признал, что ранил близкого человека. Это роковое признание казалось самоубийственным финалом для некогда самой яркой звезды азиатского телевизионного экрана. Актер полностью исчез из поля зрения, закрывшись от всего мира в своем огромном пустом доме. Друзья всерьез опасались за его жизнь, видя, как он отказывается от еды и нормального сна. Ким Сон Хо никогда не состоял в официальном браке и не имеет никаких законных детей. Он всегда искренне мечтал построить крепкую семью, но этот скандал стер его будущее в порошок. Однако в этой мрачной бездне скрывался сюжетный поворот, достойный пера самого гениального детективного дорогого сценариста. В игру вступило авторитетное издание «Диспетч», известное своими безжалостными расследованиями тайн корейских избалованных суперзвезд. Журналисты опубликовали огромную статью, которая полностью перевернула всю эту грязную и очень скандальную трагичную историю. Они раскрыли личность мстительной жертвы, которой оказалась популярная бывшая телеведущая по имени Чхве Йон А. Расследование неопровержимо доказало, что эта женщина постоянно обманывала актера, тайно посещая клубы с другими мужчинами. Выяснилось, что девушка регулярно требовала от актера покупать ей баснословно дорогие эксклюзивные лимитированные дизайнерские сумки. Она постоянно использовала его чувство вины, превратив жизнь некогда счастливого мужчины в постоянный психологический ад. В сеть слили сотни личных текстовых сообщений из их секретной приватной переписки в популярном мессенджере. Правда оказалась шокирующей, ведь актер никогда не принуждал ее к жестокому и немедленному хирургическому аборту. В сообщениях он называл внезапную беременность большим благословением и умолял немедленно рассказать все их родителям. Мужчина писал, что готов разорвать все свои рекламные контракты, чтобы сыграть с ней пышную свадьбу. Тяжелое решение о прерывании беременности они приняли совместно, в слезах и долгих взаимных душевных терзаниях. После болезненной больничной процедуры он бережно ухаживал за ней и сам варил традиционный восстанавливающий суп. Он даже познакомил девушку со своими консервативными родителями, отчаянно надеясь построить с ней надежное будущее. Но ее постоянная патологическая ложь, тайные диктофонные записи и неадекватная ревность вынудили его уйти навсегда. Эта громкая публикация портала «Диспетч» произвела эффект настоящей разорвавшейся атомной бомбы в корейских социальных сетях. Люди, которые вчера с наслаждением топтали актера, внезапно осознали всю чудовищность своей страшной коллективной ошибки.
Зрители разглядели в нем невероятно благородного мужчину, который пожертвовал своей карьерой ради защиты бывшей возлюбленной. Он просто не хотел публично уничтожать ту женщину, которую когда-то так сильно и искренне любил. Произошел абсолютно беспрецедентный случай в консервативной и очень строгой истории всего современного корейского шоу-бизнеса. Рекламные кампании начали массово восстанавливать его удаленные ролики на главных экранах и рекламных щитах столицы. Режиссер мрачного криминального триллера «Наследник» категорически отказался искать замену, решив дождаться возвращения своего главного актера. Имя Ким Сон Хо было очищено, но глубокий моральный шрам от предательства общества остался навсегда. Он добровольно отказался от любых публичных появлений на долгие месяцы, чтобы восстановить свою разбитую психику. Весь свой гонорар от театральных выступлений он молча и тайно перевел на счета благотворительных фондов. Актер жертвовал огромные суммы на лечение детской лейкемии и помощь пострадавшим от сильных разрушительных тайфунов. Он оплачивал сложнейшие хирургические операции для больных детей, категорически запрещая больницам раскрывать имя тайного благотворителя. Общественность узнала об этих благородных поступках только благодаря случайным утечкам информации от благодарных родителей пациентов. Его грандиозное возвращение на сцену сопровождалось оглушительными овациями и искренними слезами тысяч преданных верных фанатов. Дорогие билеты на его спектакли полностью распродавались за жалкие секунды, моментально обрушивая серверы театральных касс. Полнометражный дебютный фильм «Наследник» принес ему престижнейшие кинонаграды, в очередной раз доказав его выдающийся актерский талант. Сегодня этот невероятный человек продолжает активно сниматься, отдавая предпочтение глубоким и сложным драматическим серьезным ролям. Он больше не гонится за фальшивым статусом идеального принца для ярких глянцевых обложек модных журналов. В его выразительных глазах навсегда поселилась печаль человека, который смело заглянул в самую настоящую бездну. Мальчик, победивший дикий страх перед людьми, был практически уничтожен этими же самыми жестокими беспринципными людьми. Но он нашел в себе невероятные колоссальные силы восстать из пепла и вернуть свою честь. Его тяжелая история стала жестоким уроком для всего общества о чудовищной цене необоснованной интернет-травли. Этот стойкий мужчина доказал, что благородство и подлинная искренность способны победить самую грязную и подлую клевету. Знаменитая улыбка с очаровательными ямочками снова сияет на огромных экранах, но скрывает за собой железный стержень.